Лансароте – Канарский остров, на котором редко кто бывал. И действительно, когда мы произносим магическое слово «Канары», на ум приходит прежде всего Тенерифе, иногда Гран-Канария и Фуэртевентура. А самый близкий к материковой Испании остров Лансароте совершенно напрасно прячется в тени более именитых братьев по архипелагу. Побывав там, я теперь это могу подтвердить. Здесь есть и красивые пляжи на любой вкус, и уютные городки в своеобразном стиле, множество феерических достопримечательностей, организованных одним очень уважаемым на острове Лансароте человеком. Но больше всего здесь вулканов. Более 300 вулканов на острове, площадь которого почти такая же, как площадь Киева. Вулканы на Лансароте выполняют функцию искусного ландшафтного дизайнера, который создал что-то нестандартное, залипательно интересное, и с этим творением я познакомлю вас в этом видео. Большой привет с самого необычного, самого лунного острова Канарских островов, острова Лансароте. Уверен, что большинство зрителей этого видео рассматривают остров Лансароте в первую очередь как место для пляжного отдыха. Поэтому начну свой рассказ с обзора главных курортов и наиболее популярных пляжей острова Лансароте. Пожалуй, самым главным и самым популярным курортом считается Пуэрто-дель-Кармен. Пуэрто-дель-Кармен популярен не потому, что в нем есть какие-либо достопримечательности, а потому что вдоль всего 7-километрового побережья города протянулись великолепные песчаные пляжи, а идущая параллельно этим пляжам набережная Авенида де лас Плаяс насыщена ресторанами, кафе, барами, ночными клубами, отелями, туристическими агентствами и разнообразными магазинами. Отходящие перпендикулярно от набережной улицы также заполнены многочисленными отелями и апартаментами. В общем, вся деятельность города посвящена обслуживанию приехавших туристов. Когда въезжаешь в Пуэрто-дель-Кармен, первое впечатление – белый город. Действительно, практически все дома на всех улицах, разве что кроме набережной, выдержаны в одном стиле. Белые малоэтажные коробочки с зелеными или синими дверными проемами и ставнями. В этом смысле город жестко придерживается концепции, разработанной Сезаром Манрике. Об этом человеке я еще очень часто буду говорить в своем видео. Вдоль всего Пуэрто-дель-Кармен тянется песчаный пляж. Именно он привлекает в этот городок очень много туристов. Вода здесь чистая, прозрачная и без волн. На пляжах присутствует необходимая инфраструктура – лежаки, зонтики, душевые и кабинки для переодевания. Через дорогу от пляжа всегда можно перекусить или что-то выпить в многочисленных кафе и ресторанах. Набережная Пуэрто-дель-Кармен мне особенно понравилась, поскольку я большой любитель погулять. Так, стоп, вы неправильно подумали. Я имел в виду любитель пройтись своими ножками. Так вот, набережная Пуэрто-дель-Кармен мне пришлась по душе. Она выполнена в таком канарском стиле, где, конечно же, используется черный вулканический базальт, где вокруг клумбы из кактусов и разнообразных цветов, высаженных также в черном вулканическом песке, и аккуратные аллеи деревьев и, конечно же, пальм. Все это придает променаду очень приятный и своеобразный вид. Именно поэтому здесь здорово просто не спеша прогуливаться, любуясь океаном, или как вариант кататься на велосипеде или самокате. Ночная жизнь на Лансароте также лучше всего представлена на пляжной части Пуэрто-дель-Кармен. Здесь множество небольших дискотек и баров, в которых играет живая музыка на любой вкус. Поэтому если вам нравится весь день находиться на пляже, а вечером вести активную ночную жизнь, Пуэрто-дель-Кармен будет лучшим местом отдыха для вас на Лансароте. Еще один курорт, о котором бы я хотел рассказать – Плая Бланка. Наверняка вы знаете, что Бланко
по-испански означает «белый». Это название курорт получил благодаря почти белому песку на его пляжах. Поэтому тем, кто любит пляжи с белым песком, а также более спокойную обстановку, я бы рекомендовал именно курорт Плая Бланка. Этот курорт находится на самом юге острова и по своим размерам совсем небольшой, но при этом здесь также множество отелей и апартаментов. Здесь, конечно же, присутствует красивый променад с множеством кафе и ресторанов. С пляжей Плая Бланка открывается вид на соседний остров Фуэртевентура, до которого можно доплыть на скоростном пароме всего за 15 минут. Рядом с курортом Плая Бланка находится один из красивейших пляжей острова Лансароте – пляж Папагайо. Как ни странно, дорога к нему не асфальтирована и очень ухабистая, что на фоне хорошо развитой инфраструктуры острова вызвало мое непонимание. Ребят, и в первую очередь я вам хочу показать один из самых лучших, самых песчаных пляжей этого острова, называется Папагайо-Бич. Пляж, а точнее их здесь несколько, расположен в низине и тем самым скрыт от ветров. От паркинга к нему можно спуститься за несколько минут по небольшой тропинке. Здесь нет пляжной инфраструктуры, поэтому берите полотенца, зонтики и так далее, все с собой. На возвышенности есть лишь небольшой пляжный ресторанчик на краю склона, где можно что-нибудь выпить или перекусить. Здесь интересное море, чистое море, песчаный пляж. Просто прекрасное место с видом на остров Фуэртевентура. Полетели! Пляж Папагайо привлекает туристов своей природной красотой и первозданностью, чистым морем, уютными бухтами, окаймленными скалистыми утесами. Также здесь, немного в стороне, есть небольшой участок пляжа для людей, которые любят загорать и купаться в таком виде, в котором они пришли в этот мир. Мои дорогие амигос, как вы видите, я начал рассказывать про пляжи острова. Конечно же, абсолютно все из них я не покажу, не надейтесь. Я как раз прилетел на Лансароте не только за пляжами, но именно пляжи острова Лансароте мне понравились больше, чем на флагмане Канарских островов Тенерифе. Хотя и там вода никогда не бывает по-настоящему теплой. Поэтому если цель вашей поездки песочек и прозрачная соленая водичка, то присмотритесь к острову Лансароте. А я в этом видео насыплю еще множество аргументов, почему стоит приехать именно на этот остров, не только за пляжем. Для того, чтобы показать пляж, который мне особенно понравился, мы с вами переместимся на север острова Лансароте в небольшой городок Арзала. Кстати, именно из этого городка отправляются паромы на малоизвестный канарский остров Ла-Грациоза. В 2 километрах от городка Арзала и находится полюбившийся мне и моему сыну пляж Плая де Орзола.
Ребят, очень настоятельно рекомендую один пляж. Он находится на севере Лансароте. Абсолютно непопулярный, здесь очень мало людей. Хороший песочек, красивые виды, как в Лос-Гигантос на Тенерифе. Есть волна, даже можно посерфить, если вы любите. И здесь мало людей, живописная местность, но волны есть. То есть если вы любите волны, при этом вода красивая, чистая, прозрачная, везде песок, нет камней, то обязательно сюда приезжайте. Ссылочку, как всегда, под видео. Я хочу показать вам еще два пляжа, которые находятся на севере острова Лансароте. Они называются Калета дель Мохон Бланко и Чарка де ла Новия. Оба эти пляжа имеют невероятный вид, особенно если смотреть на них сверху. Черная застывшая вулканическая лава, засыпанная белым песком, и все это омывается водами Атлантического океана. Такую картину создала мать природа, а точнее три ее природные стихии. И первый творец – это вулкан Ла Корона, который несколько веков назад, извергаясь, создал поля черной вулканической лавы. Второй творец – это ветер, который за несколько сотен километров принес сюда тонны белого песка из пустыни Сахара. И третий создатель – это Атлантический океан, который с помощью светлого песка окрасил свои воды в бирюзовый цвет. Все вместе это выглядит просто невероятно красиво. И если пляж Калета дель Мохон Бланко – это небольшая каменистая бухта со сложным заходом в воду, то Чарка де ла Новия – это живописная песчаная лагуна, которая очень понравится семьям с маленькими детьми. Море здесь мелкое на несколько сотен метров, вода прозрачная и хорошо прогревается, а отсутствие больших волн делает это место еще более безопасным для купания детей. Если переместить свой взгляд в сторону противоположную от пляжа, то бирюзовый цвет воды заменяет нежная зелень небольших растений, которые умудряются расти на вулканической лаве, присыпанной песком из пустыни. Такое сочетание цветов делает ландшафт в этом месте просто фантастическим. А теперь я перейду к самой интересной части моего видео. Это уникальные особенности острова Лансароте, которые делают его единственным в своем роде местом на Земле. И именно поэтому сюда в первую очередь приезжают туристы, а уже потом нежатся на пляжах этого острова. Давайте включим воображение.
Представьте себе тропический остров. Именно таким был остров Лансароте, покрытый множеством тропических растений, где процветало сельское хозяйство, и многие жители были заняты именно в этой сфере. Остров с 2 десятками больших и маленьких городов, где мирно жили люди, занятые своими повседневными делами. И все это изменилось в один день. «1 сентября 1730 года между 9 и 10 часами вечера на острове Лансароте в месте, называемом Тиманфая, вдруг разверзлась земля и начался апокалипсис. Из трещины поднялась огромная гора, и из вершины этой горы забил огненный фонтан, который не иссякал 19 дней подряд». Так описал начало гибели почти 20 селений острова в своей хронике приходской священник уцелевшего селения Яйса. Вулкан, который первым начал извергаться, называется Лос-Куэрвос. О нем я чуть позже еще расскажу. Следом за ним началось извержение цепочки вулканов. Как мне удалось разузнать, столь необычное извержение множества вулканов, расположенных вдоль одной линии, что встречается крайне редко, объясняется смещением 2 тектонических плит – атлантической и африканской, линия соприкосновения которых как раз проходит вдоль острова Лансароте и Фуэртевентура. Именно смещение этих плит относительно друг друга в XVIII веке привело к тому, что в это время одновременно извергались около 30 вулканов. При этом извержения сопровождались постоянными подземными толчками и землетрясениями. Все это длилось вплоть до 1736 года. Почти на протяжении 6 лет остров Лансароте изменился до неузнаваемости. Некогда процветающий зеленый остров превратился в безжизненную пустыню. Эти события сделали непригодным для жизни примерно 200 квадратных километров в юго-восточной части острова, что составляет около 1/4 общей площади острова Лансароте. Также многие квадратные километры острова были покрыты толстым слоем вулканического пепла. Десятки деревень и гектаров пахотной земли, на которой с XVI века выращивали различные злаковые культуры, были уничтожены. В момент монтажа этого видео произошло сильнейшее землетрясение на юго-востоке Турции и Сирии, которое привело к тысячам погибших людей. Невольно напрашиваются аналогии этих событий. В такие моменты понимаешь, насколько человек беззащитен перед силой природы и насколько хрупка человеческая жизнь, которая является высшей ценностью, дарованной нам Богом и нашими родителями. И ни один человек в мире не вправе распоряжаться жизнями других людей, отбирать их ни под какими политическими, религиозными предлогами или по каким-либо другим мотивам. Безжизненные космические просторы с пиками вулканов стали испанским государственным достоянием, национальным парком Тиманфая, образованным в 1974 году по инициативе ученых. Они получили в распоряжение уникальный полигон для исследования развития биосферы Земли. На выжженных плато и холмах Тиманфаи эволюция жизни словно начинается заново, со стадии микроорганизмов. По сути, повторяя историю зарождения жизни на Земле, как это было миллионы лет назад, когда простейшие микроорганизмы научились жить в столь суровых и непригодных для жизни условиях. Чтобы узнать об этом подробнее, я перед посещением самого парка Тиманфая рекомендую посетить информационно-туристический центр. Здесь наглядно демонстрируются все вулканические процессы, которые происходили в этих местах в те времена. И если вы хотите еще поглубже познакомиться с этой темой, обязательно побывайте на просмотре документального фильма, который демонстрируется на английском и испанском языках. Фильм в полной мере рассказывает, какие процессы происходят на вулканических полях и почему с течением времени именно такие места из безжизненных пустынь превращаются впоследствии в плодородные почвы с бурной растительностью.
На примере парка Тиманфая очень наглядно показано зарождение жизни, начиная от простейших имхов и до появления первой фауны в местах, где когда-то раскаленная лава и ядовитые газы уничтожили все живое вокруг. Чтобы сохранить этот полигон в относительной неприкосновенности, но все же обеспечить приток средств на развитие острова, в парке Тиманфая проложены автобусные маршруты и проводятся пешие экскурсии для малочисленных групп туристов по предварительной записи и в сопровождении гидов, сотрудников парка. Можно также прокатиться на верблюде. До середины прошлого века это был самый распространенный способ передвижения на острове Лансароте. На въезде в парк Тиманфая приезжих встречает символ этого места – пузатый чертик с пятизубцем, придуманный также Манрике. В центральной части парка проводят необыкновенные аттракционы. В отверстие с землей выливают ведро воды, которое спустя несколько секунд вылетает обратно в виде гейзера. Также в углубление в земле подкладывают сухую солому, которая тут же вспыхивает и сгорает. А куриное мясо в местном ресторане поджаривают на природном огне земных недр. Все эти развлечения возможны благодаря тому, что на глубине 10-15 метров все еще сохраняется температура около 400 градусов по Цельсию. Но важно сказать, что хоть и медленно, но она с течением времени постоянно снижается. Из-за больших очередей в сам парк, в которых можно провести несколько часов, попасть в эту часть парка, где проходят все эти развлечения для туристов, нам, к сожалению, так и не удалось. Но походить вокруг вулканов и даже зайти в кратер одного из них мы, конечно, смогли. Благо недостатков в вулканах на Лансароте, как вы поняли, нет. Ну что, где я нахожусь? Нахожусь по-прежнему на острове Лансароте, только нахожусь в национальном парке Тиманфая, точнее около туристического его центра, на таком помосте посреди лавы. Вокруг меня застывшая лава, на 360 градусов лава и вулканы. Здесь начинается этот национальный парк. И сегодня мы идем исследовать, ходить по вулканам, вокруг вулканов, и значит будем показывать вам. Мы заехали в такой туристический центр, я оставлю локацию под видео, как обычно. Вы можете заехать туда, там очень много информации по извержению вулканов, откуда они появляются, как изменяет ландшафт, как потом заселяется, как видоизменяется. То есть все про это рассказано, только там испанский, английский язык, имейте это в виду. Вот, если вам это интересно, можете туда заехать, а потом уже направляться исследовать вулканы, что сделаем и мы. Ребят, ну что, я добрался в самую серединку вулкана. Это кратер. Когда-то отсюда поднималась из недр земли лава, наверняка куда-то туда изливалась. Вокруг сейчас такой овалоподобный амфитеатр, сужающийся сюда. И все здесь засыпано таким вулканическим песком, крошкой. Тут уже растут растения, мхи растут, то есть зарождается жизнь. И я вот про себя подумал, был бы тут дождливый климат, тут обязательно было бы озеро. Но на Лансароте дождей мало, поэтому мы можем гулять по дну вулкана. А я сейчас подниму свою птичку, чтобы вам показать виды на этот кратер сверху. Полетели! Сейчас гуляем по трем вулканам. Первый, который мы смотрели, это кратер вулкана де Лас Куэврас. Он, кстати, с этого вулкана началось извержение в 1070 году, которое длилось более 5 лет и кардинальным образом поменяло ландшафт острова и затопило очень много лавой населенных пунктов. Сейчас мы пройдемся около Монтенегро.
вот этот черненький вулкан. И дальше у нас там будет вулкан Колорадо. Он имеет такую красную спинку, на которой растут зеленые кустики. Пойдемте, будем это все смотреть. Уверен, это очень интересно и познавательно. Тут два параллельных пути. Я пошел по одному, который поднимается вверх на вулкан Негра. Я вам сейчас покажу немножко виды, которые открываются отсюда. Ребят, это все тот же Монтанья Колорадо, вулкан, который с красненькой спинкой, с зелененькими пимпочками. Это его обратная сторона. Смотрите, про него очень интересная история, и такая история про многие вулканы, в том числе про тот, в который кратер мы заходили. Когда начинается извержение, вот эта конусообразная внутри форма заполняется поднимающейся лавой. Образуется лавовое озеро. И в какой-то момент, когда лавы становится очень много, какая-то из стенок обрушается. И здесь очень хорошо видно, как вот эта часть обрушилась. И отсюда полилась большим потоком лава через вот эти отверстия. Точно такая же ситуация была в вулкане, в который в кратер мы заходили. Мы как раз заходили в то место, откуда изливалась лава. И вот посмотрите, вот это все здесь, вот здесь проложена дорожка. И вот туда на многие сотни метров порода, которая образовалась в результате охлаждения лавы. И на ней, видите, такие зеленые лишайники. Это простейшие организмы, которые начинают заселять вулканы после того, как они изверглись, ну, спустя там пару столетий. Вот так вот. Еще позволю себе быть ученым-вулканологом, может быть, вам будет интересно. Вот это еще Монтанья Ортис, если не ошибаюсь, рядышком с Монтанья Колорадо. Смотрите, у нее такая продолговатая форма, вытягивается туда направо. Это знаете, чем объясняется? Потому что вот с той стороны на Лансароте преобладают ветра, они дуют в том направлении. И когда лава выбрасывает мелкие частички, такие вот капельки лавы, их ветром сдувает туда. И получается, кратеры вулканов, некоторых здесь на Лансароте, имеют вот такую вытянутую форму. Посмотрите, пожалуйста, на вот этот камушек, который вылетел в свое время из кратера знакомого вам вулкана Монтана Колорадо. А теперь посмотрите на меня. Соотнесите наши размеры и задумайтесь, с какой силой выбросил вулкан этот огромный булыжник и как далеко он от него улетел. Этот булыжник испанцы называют «ла бомба». Резюмируя, должен сказать, что именно вулканам, а точнее такому большому их количеству на сравнительно небольшом острове и последствиям их извержения остров в кавычках обязан сначала большой трагедией, а в нынешнее время уже по-настоящему обязан своей туристической привлекательностью. И если пляжи можно найти много где, то вот такие лунные ландшафты, усыпанные россыпью разноцветных конических вулканов, вы мало где увидите. Неземной облик и, как в народе говорят, лунный пейзаж придает особый вид острову Лансароте и привлекает большое количество туристов сюда. А благодаря еще чему остров приобрел всемирную популярность, смотрите дальше в этом видео. На немножко прерву это видео. Полезная информация для вас и минутка откровения для меня. Пожалуйста, не перематывайте, уделите пару минут вот моему спичу.
важная информация и полезная для вас по моим видео, как они могут быть для вас полезны. Смотрите, первая вещь. Я всегда под каждым видео делаю специально такой блок в описании под видео, называется таймлайн. То есть там мое видео поделено на части, где я в каждой части рассказываю о той или иной месте, локации, какой-то теме. Соответственно, начало вот этого временного отрезка на видео отдельно выделено, и там активная ссылка. То есть, если вы просмотрели мое видео, хотите вернуться к какому-то фрагменту, показать кому-то еще, переходите в таймлайн, и там будет вам легко найти нужную вам тему. Ну или, допустим, вам какая-то тема неинтересна, вы можете промотать вперед, но опуститесь в таймлайн, посмотрите, о чем я буду рассказывать дальше. Это первый момент. Второй момент, мне кажется, очень важный, потому что я знаю, что очень многие из вас смотрят мои видео, готовясь к какой-либо поездке в те же места. И для этого, для вашего удобства, я всегда под видео оставляю геолокации тех мест, которые посещаю. Там есть тоже специальный раздел. То есть вы просмотрели видео, впечатлились этими местами, купили билеты, собрались туда лететь, но планируете свой маршрут. Возвращаетесь к видео, смотрите вниз, находите эти места, копируете себе на Google Maps, посещаете по моим следам эти места. Тоже удобная функция. Теперь, ребятка, минутка откровения от меня. Я очень часто от вас в комментариях слышу хорошие слова. Иногда бывают и плохие тоже. Но часто слышу хорошее о том, что вам нравятся мои видео, они полезные, интересные, и вы меня призываете снимать эти видео еще. Я вам честно скажу, что у меня очень много отснято видеоматериала, но у меня очень мало времени, которого я бы мог выделить для монтажа этого видео. Если вы меня знаете более так хорошо, то наверняка слышали, что я работаю в туризме, и это мой основной доход. То есть я турагент, оказываю консультационные услуги, я бронирую туры, я бронирую разные туристические услуги. Это 95% моего рабочего времени. И оставшиеся 5% я выделяю на монтаж видео на YouTube. Допустим, я вам скажу, что вот монтаж одного из самых популярных видео на этом канале занял где-то полноценные 2 рабочие недели. То есть я делал его недели 3, делал в основном по ночам, и то, когда у меня немножко в моей туристической сфере было затишье. Вот. Соответственно, выделять другое время – это в ущерб своему бюджету. Может быть, вы подумаете, что в данный момент я зарабатываю, как и многие блогеры, на YouTube. Я вам честно признаюсь, на моем старом канале, который я, кстати, закрываю, вы сейчас это видео смотрите на новом канале, я призываю подписаться именно на этот канал, потому что новые видео будут выходить здесь. У меня по итогам 2022 года средний доход от монетизации на YouTube составлял $35 в месяц, не в день, в месяц. Я, допустим, $25 в месяц плачу за 2 сервиса, которые мне нужны для создания видео. То есть, понимаете, что это не мой доход, это мое хобби, это мое желание поделиться с вами. И, соответственно, друзья, я решил, честно скажу, монетизировать немножко свои видео, чтобы получать какую-то обратную связь, какой-то доход от этих видео. И я обращаюсь к вам, некому обращаться к вам. Если вам нравятся мои видео, вы хотите, чтобы они выходили чаще, а вопрос опять же во времени, то вы можете немножко поддержать мой канал. Если много человек понемножку поддержит, это будет для меня серьезная поддержка, и это позволит мне выпускать эти видео, которые я снимаю чаще, то есть перераспределять свое время от туризма в пользу YouTube, в пользу выхода чаще многих видеороликов. У меня очень много есть идей, много материала отснято, но не хватает времени. Смотрите, вот приведу пример. Вот эта петличка, которая меня очень часто подводит. Я читал очень много нареканий про видео на Тенерифе, и большая доля нареканий именно из-за нее, потому что она снимает очень нестабильно, где-то тише, где-то громче, где-то вообще я на монтаже вижу, что звук не записался, мне приходится как-то изгаляться. Вот ее поменять, я недавно смотрел, 100 евро стоит. А я хочу обновить еще, допустим, дрон, который стоит гораздо больше $1000, чтобы показывать вам более яркие, качественные
потому что дрон меня тоже подводит в картинки при съемке с воздуха. Друзья, если у вас есть возможность и вы хотите меня поддержать, я вам расскажу как. Теперь под всеми видео у меня есть ссылочки на варианты поддержки. Первый вариант: вы можете просто поддержать меня на канале YouTube. Это вариант доступен для всех, кроме россиян. Первый вариант: вы можете стать спонсором моего канала. Вот так выглядит кнопочка «Спонсировать». Она есть под каждым видео. И, соответственно, за небольшой донейшн каждый месяц вы можете поддержать мой канал. Я буду это видеть. И, соответственно, я взамен даю тоже некоторые плюшки. Вот по кнопочке «Спонсировать» там все расписано. Если вам понравилось на YouTube какое-то конкретное видео, вы просто хотите меня поблагодарить за это видео, есть кнопочка «Супер спасибо». Нажимайте ее, там от $2,5, небольшое, вот как что называется, на чашечку кофе. Мне будет тоже очень приятно, и это будет большой вклад в развитие канала и увеличение частоты выхода новых видео. Если вы живете в России и вам нравится то, что я делаю, вот уже под видео, в описании, под каждым видео есть ссылочка на сервис Boosty. Там тоже есть различные варианты поддержки, переходите по ссылке, там все расписано. Небольшие пожертвования, большая помощь мне. И для тех, кто живет в Европе, не в Беларуси, не в России, ну не только в Европе, по всему миру, кроме Беларуси и России, есть сервис Patreon. Ссылка на него тоже есть, такой же, как сервис Boosty. Это тоже ежемесячная донейшн в пользу моего канала. Друзья, поэтому я никого не заставляю, но если у вас есть желание, если у вас желание поучаствовать в этом, а я буду благодарным вам взамен, то, пожалуйста, поддержите меня, мой канал. Смотрите, еще важная вещь. Я немножечко скажу про лайки. Если у вас нет возможности материально поддерживать, и вы смотрите это видео, вам оно нравится, вот лайк поставить — это для вас совершенно бесплатно, не тяжело, это 1 секунда. Все блогеры, все ютуберы просят ставить лайки. Наверняка многие из вас знают почему, но все же я объясню. То есть, когда вы ставите лайк, и когда вы еще пишете комментарии, как-то реагируете на видео, алгоритмы YouTube видят, что вам это видео нравится. Значит, кому-то другому это видео тоже может понравиться. И он чаще рекомендует это видео другим. Соответственно, я чуточку больше смогу зарабатывать на монетизации вот этого видео. То есть для вас это бесплатно, но это важная помощь в развитии, опять же, в поддержке моего канала, моих видео и лично меня. Поэтому не жалейте время на лайк, делитесь впечатлениями, задавайте вопросы в комментариях. И, скажем так, сверху вам зачтется. Друзья, еще давайте вот пользуясь моментом, скажу про свой Инстаграм. У меня есть ссылочка тоже на Инстаграм. Чем мой Инстаграм отличается от YouTube? На YouTube выходят более объемные, более информативные видео, но они всегда выходят с задержкой, иногда даже год-два. Такое у меня тоже было, когда я выпускаю видео уже через год-два после путешествия. То есть, когда вы смотрите и подписаны на мой Инстаграм, в сторис я рассказываю о том, где я нахожусь сейчас, что я вижу, делюсь своими первыми впечатлениями, и вы тоже можете получить очень много информации, будучи подписанным на мой Инстаграм. Ссылочка на него тоже, как обычно, под видео. Все, на этом, друзья, спасибо за внимание, спасибо за вашу обратную связь. Переходим к видео. Есть ли среди моих зрителей ценители вина? Если да, то я сейчас вас особенно порадую. Как я уже вам рассказывал, в 18 веке извержение множества вулканов напрочь уничтожило сельское хозяйство на большей части острова. Но жители острова Лансароте придумали гениальный и в то же время уникальный на Земле метод выращивания винограда в существующих условиях. Как вы уже поняли, на острове Лансароте специфический грунт. Также здесь нет высоких гор, которые могли бы задерживать дождевые облака, и как следствие осадки на Лансароте бывают крайне редко. Поэтому идея выращивать виноград классическим способом обречена на провал. Тем не менее, на маленьком острове находится более 2000 гектаров виноградников, и всего производится до 2 миллионов литров вина в год. При этом местные виноделы с завидной регулярностью выигрывают международные конкурсы.
Вы можете подумать, большинство виноградников находится в местах, не затронутых крупными извержениями вулканов. Как раз таки и наоборот. Самый крупный регион виноделия называется Лохерия и находится всего в 3 километрах от того места, где как раз я ходил между вулканами, фактически по соседству с парком Тиманфая. Пришло время рассказать, каким уникальным способом выращивают на Лансароте виноград. Рассказываю вам про самую главную достопримечательность острова Лансароте, про которую наверняка многие слышали и видели на фото. Это виноградные плантации в таких конусообразных лунках. Склоны вулканов и равнины вокруг покрыты толстым слоем своеобразной вулканической крошки, называемой лапилиями. Это мелкие кусочки пористой лавы, выброшенной при извержении. Выяснилось, что они могут впитывать влагу из воздуха и ночную росу. Лапилии содержат полезные вещества, которые насыщают влагу. Местные виноделы посреди таких полей вырывают воронки, причем делают это вручную. Ладно бы, если бы воронка была в диаметре, сантиметров 50. Так нет, диаметр воронки составляет от 4 до 5 метров и в глубину около 1 метра, чтобы тем самым достигнуть плодородной почвы, которая находится под слоем вулканического пепла. В самый низ воронки высаживается виноградная лоза, которая корнями укрепляется уже в грунт. Эти ямки по форме напоминают кратеры от метеоритов и придают окружающим ландшафтам весьма необычный вид. Действительно, больше нигде на планете не существует таких мест. Влага из лапилий попадает к корням виноградной лозы и тем самым питает ее. Таким образом компенсируется недостаток осадков. Помимо этого, на острове Лансароте постоянно дуют сильные ветра, и для защиты от них вокруг воронок сооружают защитные стенки из вулканического базальта, которого в окрестностях больше, чем снега в Антарктиде. В таких воронках виноградная лоза не подвязывается к прутьям, как это делают на классических виноградниках, а стелится прямо по поверхности. Такой способ выращивания позволяет собирать до 40 кг винограда за один урожай. Особенности климата позволяют собирать первый урожай уже в начале июля. При этом весь процесс от создания воронки до сбора урожая нельзя автоматизировать, и все приходится выполнять вручную. Наиболее популярные сорта винограда на Лансароте – это Мальвазия и Мускатель. Таким образом, на острове находится множество частных виноделин, которые привлекают, конечно же, туристов. Такие винодельни называются бодега, что переводится с испанского как «винный погреб». В один из таких винных погребов, конечно же, заехали и мы. Здесь, как положено, есть стоянка, туалет, магазины с сувенирами и, конечно же, дегустация вина, которое можно, да и нужно купить. Должен сказать, что я небольшой критик или ценитель вина, но продегустировав несколько сортов, признаюсь вам, что 2 бутылочки от местных виноделов утяжелили наш багаж. Позвольте, винный критик вам расскажет про вина, которые здесь есть. Вот это вино, сорт Мальвазия вулканика. Это сорт, который растет на вулканических почвах. Он также есть на Тенерифе, я знаю. И, по-моему, не буду врать про по-моему, белое вино. И стоимость его 12 евро за бутылку. Есть точно так же розовое вино. И оно стоит 14 евро за бутылочку. И есть, наверное, такое сухое красное вино. Называется Тинто. И оно стоит 9 евро за бутылочку. И вот какое-то такое цвета такого чая вино. Называется Антигуа. Sweet White Wine. Сладкое белое вино. Тоже сорт Мальвазия. И вот это вино уже стоит 39 евро за бутылку. И здесь, наверное, то же самое. Вот мускат. Тоже, наверное, вулканический. Вот это вино уже стоит 49 евро за бутылку. Вот такие цены. Ну и стаканчик попробовать от 3 до 4 евро за бокальчик. Я сейчас посетил одно место, которое я опять же рекомендую посетить на Лансароте. Место называется Лагомар. И это место, как и многие здесь на Лансароте, тесно связаны с художником, который здесь родился. Художник, скульптор, очень креативный человек Сезар Манрике.
Нельзя показывать и рассказывать про остров Лансароте и не говорить про личность Сезара Манрике. Его роль в создании туристической привлекательности острова Лансароте переоценить невозможно. Он был вездесущ. Украшал остров скульптурами и участвовал в принятии природоохранных документов. Разбил парк кактусов и устроил смотровые площадки Мирадор дель Рио и Лос Хервидерос. Я вам, кстати, их тоже покажу. Обустраивал вулканические пещеры, а также нарисовал эмблему Лансароте «Черное солнце с красными лучами». И даже в собственном стиле раскрашивал автомобили. Если вы смотрели мое видео про остров Тенерифе, то и там не обошлось без творений этого креативного человека. А если не смотрели, то вот по этой ссылочке оно доступно для просмотра. Там тоже очень интересно. Именно благодаря Сезару Манрике все здания на Лансароте, за исключением столицы, строят на старинный манер. Беленые кубики с зелеными и синими дверями и рамами. Помимо этого, Сезар проектировал малые архитектурные формы и принял участие в создании дома-музея Лагомар, который я как раз хочу вам показать. Мы сейчас погуляли по этой территории, это взрыв башки от того, насколько красиво здесь вписан жилой двор, бассейн с голубой водой, коричневые стены, черный вулканический песок, кактусы, пальмы, растения и множество уютных мест, рабочих кабинетов, смотровых площадок, мест, где можно посидеть, поразговаривать. То есть это сложно описать словами, что это, но это настолько красиво, настолько необычно. Я сейчас попробую передать вам это место в видео, но если вы сюда приедете, это будет лучше всего. От внешнего вида этого творения был в полном восторге знаменитый египетский актер Омар Шариф. Поэтому, когда он его увидел, сразу купил. Но владел им совсем недолго, потому что менее чем через сутки проиграл этот дом в карты. В 90-х годах Лагомар выкупили немецкие архитекторы, привели его в порядок и организовали здесь дом-музей. Это место было некогда заброшенной каменоломней, и как мастерски сюда вписано это нереально красивое и максимально необычное пространство. Наверняка моя камера не передает полностью его красоту и необычность, поэтому если будете на Лансароте, обязательно сюда заедьте. Дорогие мои амигос, позвольте я еще раз вас удивлю. И, конечно же, с помощью Сезара Манрике. Мы приехали в уникальное место Хамеус дель Агуа. Хамеус дель Агуа – это нижняя часть большого комплекса вулканических пещер, образованных около 3000 лет назад в результате извержения вулкана Монте-Корона. Продолжаю знакомить вас с творениями Сезара Манрике на Лансароте. И вот сейчас мы приехали в одну из так называемых лавовых пещер. Их тут всего две. Одна длинный туннель длиной 1 километр. Я, к сожалению, туда уже не успеваю. Но если вы любите пещеры, приезжайте туда. Второе место – это продолжение этой же 6-километровой пещеры, которую сделал вулкан, который находится на западном побережье Ла Корона. Здесь была лавовая пещера. Как она образуется? То есть лава течет с вулкана, достигает океана. Она течет достаточно длинный путь. Она здесь 6 километров, одна из самых длинных в Европе. Верхняя часть застывает, образует свод, а нижняя часть продолжает лавы течь под этим сводом. И вытекает, получается, образуется тут такой туннель. И вот один из туннелей здесь Сезар Манрике на протяжении 22 лет окультуривал. Он создал здесь такую локацию, где есть красивый бассейн в его стиле, где беленький цвет красиво сочетается с таким вулканическим темно-коричневым базальтом. Здесь есть
62-метровая пещера с искусственным озером, где живут беленькие маленькие крабики-альбиносы. Они достаточно уникальные, редко где встречаются. Эти крабики слепые. Здесь есть ресторанчики, здесь есть уютные локации, здесь супер инстаграмное место. Как всегда, ссылку на это место я оставляю ниже. Ну и должен вам сказать, что, опять же, фото, вот я смотрю фото, видео, они не сильно передают вот эту атмосферу. То есть это лучше видеть своими глазками, поэтому приезжайте на Лансароте и на это место в том числе. Это очень необычайное место, природное чудо, которое с помощью архитектора Сезара Манрике превратилось в одну из самых ярких достопримечательностей острова Лансароте. Сезар Манрике в своем гениальном проекте гармонично объединил природу и творение рук человека. В пещерах также находится уникальный концертный зал на 600 человек с фантастической акустикой. Я проверял, это действительно так. Также здесь есть подземный ресторан с баром и танцполом, а также гигантская пещера Хамео Гранде. Самое посещаемое место туристами на Тенерифе на Лансароте – это парк кактусов. Его, кстати, создал тоже Сезар Манрике. Здесь была когда-то бывшая каменоломня со старой мельницей. Он это место выкупил, хотел создать здесь очередной какой-то музей, но потом передумал и, увидев, что вокруг растет много кактусов, решил создать здесь парк кактусов. Всего было собрано порядка 450 видов кактусов. На территории здесь 4500 растений. И эти кактусы собирали с 5 континентов. Но от себя скажу, кактусы просто невероятных форм, невероятных размеров. Я таких никогда нигде не видел. Приходите сюда с детьми и взрослым, здесь будет тоже интересно. Здесь есть магазинчик, есть кафешка, можно посетить старинную мельницу и просто погулять по территории, полюбоваться, посмотреть, как природа в виде кактусов извернулась. Пойду смотреть. Кто из вас был в Азии? Наверняка вы пробовали так называемый драгонфрукт. Такой достаточно большой, округлой формы фрукт, фиолетового цвета с такими зелененькими лепестками по всей поверхности. Так вот, этот фрукт растет на Лансароте очень часто в частных домовладениях. Мы его видели постоянно. И вот он растет вот на таком кактусе. Вот такой кактус растет из земли. Он имеет вот такую форму и выпускает маленькие корешки. Вот видите, они здесь везде. Этими корешками он цепляется за заборы. И удобно цепляется за заборы из вулканического базальта. И на них растут драгонфрукты. Если вы были в Азии и пробовали драгонфрукт, напишите в комментариях, как вы относитесь к этому фрукту. Потому что я, средний. Не скажу, что он мне очень нравится, но не скажу, что я его есть не могу. Когда есть, ем. Но специально за ним не гоняюсь. Вот так вот.
Ребят, расскажу про небольшой обломчик. На Лансароте есть такая знаменитая смотровая площадка. Она так интересно сделана. Ее также оформлял Сезар Манрике. Что? Опять? Но оказывается, она работает до 5 часов, хотя как бы вечером можно было бы с нее посмотреть закат. Но мы приехали после 5 и уже не успели на нее. Я полетал на дроне. Но делюсь секретиком. Нас встретил полицейский, типа говорит, ну мы говорим, ну приедем завтра. Он говорит, ай, не стоит, вот станьте здесь, вид тот же самый. То есть, смотрите, если вы хотите глянуть вид, отсюда открывается вид на соседний остров, островок Ла Грациоза. Там, кстати, есть хорошие пляжи, и туда ходят паромы с городочка Арзала. Если вы хотите посмотреть вид, то туда заходить можно не заходить, тем более, ну, это платно. Это стоит там около 5 евро вход. Ради видов. Но там внутри прикольно, там из камня выложен интерьер, 3 этажа смотровых площадок. Если вы хотите посмотреть интерьер, то можно зайти, там еще есть ресторанчик. Если только вид, то можете припарковаться на парковке, прогуляться вдоль побережья. Сейчас я пролетел на дроне, покажу вам, как это выглядит. Но виды действительно красивые, здесь высота порядка 500 метров над уровнем моря. В этом видео я не буду останавливаться на еде, потому что местная кухня в целом повторяет канарскую кухню. А также в курортных зонах представлено множество кухонь: испанская, итальянская, азиатская и даже индийские рестораны здесь также есть. Наверняка вы хотите у меня спросить, почему же я не показываю столицу острова Аресифе. А я там был действительно. И честно вам скажу, по большому счету там показывать нечего. Есть, конечно, протяженная набережная, но на мой взгляд она сильно уступает таким же набережным, например, в столице Тенерифе Санта-Крус-де-Тенерифе. Разве что сюда приходят круизные лайнеры. И если вы таким образом попали на остров Лансароте, то я настоятельно рекомендую: берите экскурсию или же прокатную машину и езжайте смотреть остров. Но тем не менее, я хочу вам показать 2 маленьких города, которые мне попались и очень понравились. Хочу вам показать маленький городок, он находится в серединке Лансароте. У меня часто в этой поездке по Лансароте возникает такое ощущение, что я вижу какие-то места, и они меня поражают тем, что я их никогда не видел. Такое сочетание красок, такие ландшафты, такие домики. То есть все очень необычно максимально. И вот мы приехали в городок, он не пляжный, он находится в серединке, называется Тегисе. Ссылочка, как всегда, под видео в описании. Очень уютный город, как все лансаротские городки, беленький, но здесь есть такой еще немножко колониальный налет, уютные улочки, маленькие кафешки. Будете проезжать, обязательно сюда заедьте. Городок Тегисе, расположенный в северо-восточной части острова Лансароте, и вовсе был одним из первых населенных пунктов, основанных на Канарских островах. А до 1847 года город был столицей острова. Сегодня здесь сохранилось значительное количество зданий, представляющих художественную и историческую ценность. Именно прогуливаясь по улочкам Тегисе, вы можете представить себе, какой приблизительно была жизнь на Лансароте в первые годы после завоевания Канарских островов. Второй городок, который мне очень запомнился, называется Пунта-Мухерес. Он понравился своими ухоженными белыми домиками, которые очень гармонично смотрятся в сочетании с бирюзово-синими водами Атлантики. Также здесь находится несколько природных лавовых бассейнов, где нет волн и можно спокойно плавать. И в целом Пунта-Мухерес уютное и, я бы сказал, инстаграмное место. Ребят, на Лансароте есть тоже очень популярное туристическое место. Я, как всегда, езжу по популярным туристическим местам, и вам его тоже хочу показать. Это Зеленое озеро, и оно интересно тем, что оно находится
прямо на берегу океана. И берег океана от берега озера отделяет метров, наверное, 50-60. Но вода не смешивается, хотя, наверное, в какое-то волнение она туда попадает. Почему это озеро зеленое? Потому что там вода стоячая, она легко прогревается, черный песок, вода легко нагревается, и там размножаются какие-то микроорганизмы, водоросли, и благодаря этому она цветет, становится зеленой. Вот. Здесь есть такая специальная площадка, на которую все приходят, но скажу вам сразу, вот отсюда это озеро выглядит не зеленым, а серо-зеленым. И только вот я сейчас поднимусь на дроне, покажу вам красоту этого озера, так, даже как отсюда своими глазами вы не увидите. Полетели. Рядом с озером Чарко де лос Кликос находится рыбацкая деревушка Эль-Гольфо, которая знаменита своими ресторанами, которые специализируются на приготовлении морепродуктов, выловленных в том числе в здешних водах. А ужиная в этих ресторанах можно наблюдать незабываемые закаты. На Лансароте очень много интересных вещей, связанных с вулканами. И здесь вот одно место, где однозначно лава с какого-то соседнего вулкана, возможно, вот с того красненького, стекала прямо в океан. Здесь она встретилась с океаном, образовала такие причудливые сооружения, и лансаротцы организовали здесь такую смотровую площадку на очень интересное место. Образуется такая как пещера по кругу. Сюда заходит в эту бухточку океаническая волна, там интересно развиваются. Именно в это место приезжают сюда очень много людей. Конечно же, ссылка будет на эту геоточку в описании под видео. Приезжайте, действительно такая природная, уникальная достопримечательность, где просто можно поглазеть и залипнуть, наблюдая за волнами. Лос Эрвидерос образован в результате извержений в 18 столетии, о которых я вам уже рассказывал. Потоки раскаленной лавы текли по направлению к побережью, сжигая все на своем пути. Встретившись с холодной океанической водой, лава застыла и образовала пещеры и впадины. Скалы Лос Эрвидерос выглядят фантастически. Они одновременно устрашающие из-за темного цвета вулканической породы и завораживающие из-за бурлящей океанической воды. Еще одно необычное место на Лансароте – это солончак Салинас де Ханубио. Кстати, это не единственный солончак на острове. Здесь соль получают путем естественного испарения морской воды в лагуне, которая образовалась в том месте, где лава встретилась с океаном. Особенно необычно это место смотрится как раз с дрона, а значит, у вас есть возможность полюбоваться этими разноцветными прямоугольниками с высоты птичьего полета. Путешествуя по Лансароте на машине, ты постоянно останавливаешься, потому что твоему взору открываются какие-то нереальные и причудливые ландшафты, которые останавливают тебя, чтобы ты мог уделить несколько минут своего времени и полюбоваться их природной необычностью и в то же время привлекательностью.
Мои амигос, специально под финал видео я оставил еще одно местечко на Лансароте, знаменитое своим пляжем. Этот пляж совсем не для купания, несмотря на красивые виды вокруг, но при этом такое количество людей я не встречал ни на одном пляже острова Лансароте. Заинтриговал? Теперь давайте обо всем по порядку расскажу и покажу. Ребят, считаю своим долгом показать вам еще один знаменитый в определенных кругах пляж на острове Лансароте. Он находится в местечке Фамара. Не Тамара, а Фамара. Вот этот городок вот там вот, а вот это его пляж. Как вы уже успели догадаться, что это немножко нетипичный пляж для Лансароте, вообще в целом как бы для Испании. Здесь такая, знаете, непринужденная атмосфера. Здесь нет зонтиков, шезлонга. Здесь где-то кое-где встречается мусор, но здесь очень много серферов. И этот город, этот пляж, это мекка серферов. Сейчас я пролечу на дроне, покажу вам виды этого пляжа. Самое интересное, что здесь есть еще дюны с зелененькими кустиками. Высокие такие горы скалистые, похожие как на Тенерифе, Лос-Гигантос. Ну и самое главное, волны, за которыми сюда мчатся серферы. Мы приехали на машине, ну все для серферов. Серферские доски, клубы, споты. И здесь на берегу очень много серферов. Так что если вы относитесь к этой компании, обязательно приезжайте на Лансароте вот именно в это место.